Всех приветствую в новом 2019 грибном сезоне. Перед началом сезона я бы хотел уделить несколько минут времени одному очень интересному вопросу. В прошлом году вообще этот вопрос стал еще тогда, когда мы начали опубликовывать видео, посвященные грибному сбору. Но в прошлом году был просто апогей этого вопроса. Он касается, как правильно собирать грибы. Резать или выкручивать. В комментариях мы как бы объясняем нашу позицию, но все равно до людей этого не доходит. И несмотря на то, что в интернете есть масса роликов, посвященных этому вопросу, мы все-таки решим отснять свою версию. И как показала практика, материал усваивается лучше, если приводятся примеры. Я постараюсь сегодня найти правильные примеры, дабы все поняли. Итак, вечный вопрос. Резать гриб при сборе или выкручивать, или отрывать, или порвать, или ногами затоптать. Как правильно это все делать? Я затрону такой пример, как цветок. Любой цветок, тюльпан, допустим, возьмем тюльпан. Что такое тюльпан? Это растение. У тюльпана есть корень, который закапывается в земле. Каждый год этот цветок растет, раскрывается и радует нас своим прелестным видом. Мы можем этот цветок также оторвать, да, резать ножом, выкручивать, откусывать зубами, как нам угодно. Корень остается в земле, да, мы цветок носим и дарим маме, любимой там, жене, девушке, сестре и так далее. Если мы этот тюльпан вырвем вместе с корнями, потом корень оторвем, выкинем, цветок подарим девушке, в следующем году на этом же месте тюльпана не будет. Правильно? Все правильно. Тот же пример будет с таким деревом, вот как яблоко. Дальше не будем идти. Яблоко. Вот дерево растет, и в оконцовке оно дает плоды, яблоки. Какое значение имеет, как мы это яблоко сорвем? Будем ее выкручивать с дерева, резать ножницами, ножом, откусывать. Придумаем еще какой-нибудь там изощренный способ снимать яблоко с дерева. Что от этого изменится? Абсолютно ничего. Мы получим яблоко, дерево раскидает свои семена, которые находятся в самом яблоке, да? И оно в следующем году опять принесет плоды. Почему именно с таких нелепых примеров я начал? Потому что многие путают гриб с растением. Гриб не есть растение. Гриб – это плодовое тело. Не надо сравнивать гриб с деревом. Гриб – это яблоко. Это плод. Сам организм, само дерево вот это вот, который выпускает вот этот гриб, скажем так, да, находится под землей. И вот это вот, я обычно это называю покрывалой. Сам организм, наверняка вы это все знаете, но все равно я должен сказать свое мнение, чтобы люди поняли, почему мы именно так делаем, а не по-другому. И вот этот вот организм, да, грибница, некоторые его называют мицелий, некоторые называют его гробница, ну каждый по-разному, но надеюсь суть понятна. Вот этот организм находится под землей. Возьмем, к примеру, грибница белого гриба. Вот эта грибница под землей, у разных грибниц, там, у разных пород грибов, грибница расположена на определенной глубине в земле, но мы эту тему сегодня затрагивать не будем. Грибница белого гриба находится под землей. Площадь вот этой грибницы может достигать 1 гектар. 1 гектар. Ну, плюс-минус. Я, естественно, рулеткой это все дело не измерял. Это не значит, что вот это вот покрывало занимает вот один такой квадратный, допустим, по площади или прямоугольный. Нет. Один такой шмат большой площади занимает. То лес, то поле может быть. Но, естественно, скорее всего, это лес, потому что на поле нету тех условий, которые нужны белому грибу для размножения. И вся жизнедеятельность вот этого организма под землей. Раз в году, в определенное время, при условии того, что много погодных факторов совпадают, вот эта грибница, естественно, хочет дать потомство. Она хочет, чтобы размножилась, чтобы не умерла, правильно, как всякий живой организм. И вот как она это делает?
посредством грибов. Это плодовое тело самой грибницы. Грибница выпускает гриб. Яблоко. Почему яблоко, яблоня, дерево, дает и яблок? Кто-то, зверек, человек, птица, неважно кто, пришел, яблоко взял, съел. Семечки, может быть, кто-то проглотил, кто-то выплевывает. Из этих семечек появляется другое дерево. Для того, чтобы яблоко размножилось, яблоня, оно изобрела вкусное плодовое тело, чтобы привлечь кого-то, кто это съест, при этом не отравится и при этом раскидает семена. Дерево размножится. Вот такой ход, такой механизм хитрый. Такой механизм присутствует у многих растений, деревьев и так далее. Вот у грибов такой же цикл. Дерево, грибница, растет под землей, оно дает гриб. Гриб собирает либо человек, либо животное, либо там птица, грызун, неважно кто, черепаха. И вот гриб скидывает вот эти споры. Это способствует тому, чтобы сама грибница не умерла, чтобы оно размножилось. Теперь, объясните мне, пожалуйста, вот критики, которые говорят, что мы варвары и так далее, что грибы надо резать ножом, причем то, что мы не дорезали, надо крошить на месте. Там, ну, это уже придумали люди. Все, что дано от природы, не имеет определения чем-то пользоваться. К примеру, вот человеку даны руки. Вот он подошел от природы, да? Мы не будем говорить от Бога. Природы. Даны руки. Он взял гриб, оторвал, съел. Свинья подошла дикая. Ртом оторвала, ушла. Человек для того, чтобы ему было легче добивать, там, строить дом, легче приготовить пищу и так далее, он, потому что он был наделен разумом от природы, начал придумывать себе всякие инструменты, дабы облегчить и ускорить этот процесс. Поэтому человек придумал нож. Ножом легче резать мясо, чем ее рвать руками. И, естественно, он начал использовать этот нож в сборе грибов. Со временем образовалась вот такая вот теория, что грибы нужно обязательно резать, ни в коем случае не надо их рвать, потому что туда попадет инфекция и так далее. Какая нахер инфекция? Если ты срываешь с дерева яблоко, какая нахер инфекция туда, в эту яблоню попадет? То ты откусил вот этот хвостик, то ты перегрыз его, то ты обрезал. То же самое с грибом. Что ты его выкрутил, что ты его порезал, что ты его сорвал. Все, там сразу на этом месте же все быстро срослось, потому что это защитная акция организма, как и у дерева. Я плод сорвал, и там, где был вот этот хвостик, сразу же происходят нужные вот реакции, чтобы не допустить туда вот эту вот заразу. Это все предусмотрено, и мы не должны вмешаться в этом деле. Один из комментариев такой. Вот вы неправильно типа собираете грибы, потом удивляетесь, почему на следующий сезон в этом же месте грибов нет. Так тут легче простого объяснить это. Берем же этот гектар земли, на который вот расположена вот эта грибница. Круглый год. Разные погодные условия здесь. Тут дождь, вот облако может пройтись, половина этого гектара поливать, да, дождем. Половина гектара осталась сухой. Естественно, в той половине грибов не будет, потому что грибница, как и любой, к примеру, другой человек, не будет сажать семена определенного там дерева, растения и так далее в том участке своего огорода, где он точно знает, что это не будет расти. Потому что там либо падает тень, либо земля глинистая, либо там что-то другое не хватает. Он будет выбирать для этого более подходящий участок, дабы удостовериться, что его труд будет вознагражден. Вот так же у грибницы такой же цикл. Не будет оно выпускать свои плодовые тела в тех местах, в которых не будет толка. То мало жидкости попало, то солнечного света не хватает, то еще какие-то там факторы не совпали. Все. В этом году, к примеру, все условия необходимые для того, чтобы плодовое тело выжило и
завершила свое предназначение, то есть раскидала свои споры, были, значит грибница в этом же месте выпускает своих плодовых тел. В прошлом году, к примеру, там они были, в этом году их нет. Это не значит, что кто-то их неправильно собрал. Это значит, что в этом году там нету тех условий, которые нужны грибнице для того, чтобы оно выпустило свои плоды. Ё-моё. Как-то пошло это все дело не по сценарию, я не все так планировал, но надеюсь, все понятно. Ну как-то так, закипела просто эта тема. Я надеюсь, понятно все это разъяснил, объяснил, потому что, ну вот грибы, ладно, я неправильно его собрал вообще. Кто-то вообще его не собрал. Гриб-то остается и начинает гнить. На него садятся мухи. Все. Кирдык получается. Грибницы, да? Инфекция же попадает, ё-моё. Не все грибов находят. Не надо изобретать то, что давным-давно существует, тем более от природы, потому что не мы создали природу, мы просто вмешиваемся в ней и думаем, что так лучше и так легче. Везде до сих пор в истории человечества, везде, куда человек сунул свой нос, со временем там все погибло и сдохло и вышло из строя. И здесь то же самое. Нашли гриб, есть при себе нож, бери да и отрежь. Это просто несколько факторов могу объяснить этим процессом, вот резанием. Во-первых, ты проверяешь гриб на червивость сразу же. Во-вторых, одной рукой очень быстро это все делается. Просто взял, резал, не надо там выкручивать, пальцами там в земле ковыряться, грязь под ногтями попадает и все такое. Первый фактор на червивость, второй удобно. Некоторые получают от этого удовольствие. Вот и третий фактор взялся вот, спонтанно. Вот и все. Надеюсь, этот вопрос больше к нам не встанет, и мы его закрыли. Желаю вам всем удачи, удачного нового грибного сезона 2019 года. Всех обнял. Пока.